слышите, то слышите. В чем, на ваш взгляд, смысл жизни? Ну, вот смотрите, в чем смысл того, что вы едите? Можно сказать, что смысл в том, что я там поставляю питательные вещества в организм. Можно сказать, что я там испытываю чувство голода, и смысл, чтобы это чувство голода исчезло. Вот. Но по факту, что когда вы действительно начинаете исследовать, что вы видите, что смысл в этой еде, чтобы вы получали вкусовые удовольствия. То есть вы удовлетворялись вот этими вкусами. И когда вы это проживали и проглотили, смысл в этой еде уже пропал. То есть она уже куда-то вас опустилась, вы ее уже не касаетесь. Она чувствуется только, когда она у вас во рту. И то же самое жизнь, да? То есть она чувствуется только, когда вы ее касаетесь. Поэтому смысл-то, в общем-то, да, в самой жизни, но очень важно, чтобы в этой жизни вы действительно ее касались, а не пропускали как бы мимо себя, занимаясь другими вещами. Вот то, что я говорил про булочку, которую вы там... Где моя булочка? Да ты же ее съел, да? То есть, получается, вы жили, вы ели эту булочку, хотели получить этот вкус, но вы были настолько отвлечены телевизором, там, телефоном или беседой какой-то, что вы не заметили этой булочки, которую хотели вкусить. И что происходит здесь? Нам подарили вот эту жизнь, дали возможность ее прожить. И что мы с ней делаем? Мы постоянно у экрана своего телевизора, вот этого внутреннего, постоянно разговариваем сами с собой во время еды. Хотя есть такая поговорка, когда я ем, я глухо нем. Вот раньше дед сидел за столом с длинной ложкой, когда кто-нибудь начинал, сразу по лбу получал. Так а здесь происходит то же самое. Вы живете, но вы болтаете постоянно, вы эту жизнь не вкушаете. Она проходит мимо. Поэтому есть булочку неосознанно, смысла не имеет никакого. Так же и жизнь. Если вы начинаете жить осознанно, да, то есть жизнь совершенно другой становится, она меняется. Поэтому можно сказать, что смысл жизни в самой жизни, но я бы сказал, что смысл жизни в осознанной жизни. Тогда в ней есть смысл. А если вы не осознаете, что происходит, щелка вы у гробовой доски, все. И тогда у вас задается вопрос, а в чем был смысл жизни? Если вы осознанно, вы идете к этой гробовой доске, но вы идете постоянно в позитиве, вы чувствуете вкусы жизни. И вкусы не только какие-то постоянно сладкие, да? Не то, что вам все время будет хорошо. Если вы будете есть только сладкое, вас тошнит, и будет там диабет или еще что-нибудь. Иногда и кисленького надо, иногда там горечи какой-то надо добавить. Иногда вяжущего какого-то вкуса. То есть жизнь наполнена, вкусы наполнены. Поэтому я вижу, что и в жизни, то есть тоже жить в одном формате, это несколько как-то уныло. Ну, представьте, вы будете всю жизнь есть одну манную кашу. Скажете, в чем смысл еды? Да? То есть, нету смысла в еде, лучше уж поголодать, может быть. Да? Но если брать про смысл жизни в таком духовном смысле, да, то его просто не существует. Потому что вы родились, прожили эту жизнь и ушли. Также вот существует ли смысл какой-то в ваших снах? Он существует, пока вам что-то снится. Когда вы проснулись и сон исчезает, какой смысл в этом сне? Но тем не менее, этот сон часть вас уже стал. И хоть вроде вы его не помните, на самом-то деле вы его помните очень хорошо. Только надо опять соприкоснуться с тем пространством, немножко изменить свое состояние. И тогда получается, что смысл абсолютно во всем. То есть, с одной стороны, да, в жизни смысла никакого нету, но она полна смысла, потому что то, каким вы сегодня являетесь, это результат того, чем вы были вчера. И, соответственно, каким вы будете завтра, тоже зависит от того, какой вы сегодня. И жизнь вот это, то, что вы сейчас проживаете, вы, по сути-то, себя формируете следующего. Но не себя, какой вы в этой жизни, Вася, Петя, там, девочка, мальчик. Неважно, какой вы будете уже, в каком теле, какая половая принадлежность. И поймите, что то, чем вы сейчас являетесь, это какой-то парнишка или девчушка в свое время подрывались, там, или йогой занимались, или там голоданиями, там, или еще чем-то. А мы думаем, что мы тут все это делаем. Да мы там
у нас за спиной столько стоит труда вот этой души, как песня, не позволяет душе лениться, чтобы в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. Так и сейчас ваша душа, то есть то, что она делает, она в этой жизни вы закончитесь, все. Душа перейдет в другое тело, но весь опыт, как опыт сна, например, да, она возьмет с собой и будет им пользоваться в следующей жизни, то есть наработка будет. Это как в спортзале. В чем смысл одного дня в спортзале? Да в том, что даже один день спортзала, то есть на следующий день вы придете уже, больший вес можете поднять. Конечно, если вы приходите, подняли там гантелью 1 килограмм один раз и ушли. Ну, много ли у вас? А в этой жизни часто так и получается. Мы что-то небольшое в этой жизни делаем, да, там пару раз там, на медитацию куда-нибудь сходили, на випассану съездили, а все остальное, там телевизор, там все эти круговорот, все эти жизни, события, новости, все эти, политика. Поэтому понимаете, что то, что вы делаете, вы для себя же делаете того, кто... Хотите вы для себя делать что-то, ну, скажем так, плохое, да? Вот. Но по сути, если вы ничего не будете делать, вы и будете делать вот это плохое, то есть не будет вашего развития вот этой души. Ну, да, будет еще один виток, еще один круг, еще одно колесо сансары. И, конечно, ничего страшного, у нас времени есть вечность. Ну, не у нас, это он тут все, вечность эту создал, и сам тут заморачивается, крутится. Поэтому на мой взгляд, смысл жизни в осознанности. Осознавать все, что происходит, чувствовать, прикасаться. И желательно каждое мгновение. Вот в тот самый миг, который между прошлым и будущим, который называется жизнь. Все остальное время вы мертвы.